Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кому же нужны от вас только деньги? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Грустно, печально и одиноко. Проигрывается состояние тотального одиночества. Одиночество из-за утраченной любви, из-за утраты женщины, которую вы по-настоящему любили. Несмотря вот на то, что вы довольно сильный мужчина, да, вот вы по природе, вы готовы порвать любого, да, вот кто обидит ваших близких. Но здесь вот эта ситуация, она вас немного надломила. Даже, я бы сказала, не немного, она вас просто сразила наповал. Поэтому вот сейчас у вас и проигрывается какое-то состояние ненужности, отрешенности. Возможно, даже это состояние, когда опущены руки, когда ничего не хочется, никого не хочется, да. Здесь же может проигрываться ситуация, когда вы решили вообще на личной жизни поставить крест, потому что было больно, было обидно, было много обманутых надежд, да, женщину, которую вы любили, в которую вы вкладывались от души, она вас предала просто-напросто, да. Здесь проигрывается, скорее всего, измену, которую, возможно, вы даже до сих пор как-то, не простили, не можете простить и забыть. Так, что еще же проигрывается? Здесь однозначно, знаете, вот у некоторых может проигрываться реально вот ситуация просто разрушительная, до такой степени энергия от вас идет. Либо же вот недавно вы прошли этот период. Потому что, знаете, вот это именно то состояние, которое и врагу не пожелаешь, вот реально. И все это из-за женщины, из-за расставания. Вот, казалось бы, да, сильный такой и смелый мужчина, но которого сразили наповал. И причем здесь еще может быть ситуация, когда вот эта вот дама, от которой вы ушли, да, вот, либо же разошлись просто с ней, эта дама еще, возможно, претендует на ваше жилье, да, вот на ваши деньги. Здесь могут проигрываться какие-то судебные разбирательства, когда вас хотят обобрать по самое не могу, да, вот по максимуму отхватить ваши финансы. Поэтому приходится некоторым из вас сейчас, возможно, бороться, да, чтобы оставить, оспорить как-то, вот, да, через суд, возможно, это. Но, тем не менее, побороться придется с этой дамой. Очень такую неприятную ситуацию, конечно, вы с ней попали, поэтому здесь реально проигрывается такая тенденция, что все, никого не хочу, никого не буду, не хочу опять пережить эту боль, да, потому что снова тяжело, снова больно. Это уже будет, конечно, трэш, если второй раз переживать, поэтому есть некие опасения. Смотрите, помимо этого, вот вы как-то ушли в работу, но я не могу сказать, что прям работа это ваша такая отдушина. Скорее, это средство к существованию. Да, вы работаете, возможно, в команде, да, вот несколько человек, возможно, с вами, вот, такие, что очень близкие коллеги, может быть, да, вот с которыми вы довольно тесно общаетесь. Это могут быть какие-то даже приятельские такие отношения. Но опять же, вот эти вот переживания, вот эти какие-то, я бы не сказала, что именно это комплексы, но тем не менее вот отпечаток, вот личная жизнь, она как-то и работу, она все затмевает, да, особенно это касается тех, кто недавно разошелся, потому что ни о чем другом не можете думать, да, вот очень часто в голове вот это все обдумываете, анализируете то, что произошло в вашей личной жизни. Хотя, в принципе, вы стоите вот на пороге абсолютно новой жизни. Ваша жизнь в скором времени изменится, да, вот этот такой негативный период, он пройдет. И в скором времени вам однозначно вам будет полегче. Вы почувствуете вот вкус жизни, вот вы почувствуете вкус одиночества, да. Вот если у кого сейчас еще есть такие нотки депрессии, апатии какой-то, да, то в скором времени это все поменяется абсолютно на 180 градусов, причем вы даже войдете во вкус.
Вот будет у вас период, возможно, уже кто-то почувствовал этот период, да, потому что это общий расклад. Будет такое, знаете, состояние, когда начинаешь получать удовольствие от одиночества. Пусть оно вас не пугает абсолютно. Это такой своего рода кайф, когда тебя никто не напрягает, когда тебе никто не устраивает скандалы, ты что хочешь, то и делаешь. Вот в таком ключе, да. С одной стороны, да, вроде бы плохо одному, но с другой ты кайфуешь морально. Вот именно такой период у вас будет, когда не нужно будет ни перед кем отчитываться. Вы покупаете все, что хотите, куда хочу, туда лечу, вот в таком плане. Поэтому вот, ну, реально нужно будет просто пережить этот период. Может быть, кто-то из вас уже и пережил его, и вступил вот в такой другой период легкости, да, потому что, ну, это общий расклад, у всех одинаково, конечно же, не может быть. Кто-то раньше закончил такой депрессивный период после разрыва, кто-то сейчас в нем находится. Итак, давайте-ка будем смотреть, какая же женщина пришла к нам на расклад. Эта женщина моложе вас, она очень активная, она любительница денег, она большая такая, ну, скандалистка, я бы, наверное, назвала ее. Она очень такая, может быть, вспыльчивая, делает из мухи слона, любительница командовать, любительница красивой жизни, любительница, чтобы все ее кружили, слушали, вот она всегда права. Она всегда делает только то, что она хочет, да, вне зависимости от того, как к этому относятся окружающие. Эта женщина очень такая, но она реально по темпераменту очень активная, она очень страстная может быть, она любящая интим может проигрываться, довольно такая уверенная в себе, эгоистичная, любящая мужчин, но в то же время она постоянно вот сомневается, есть у нее такой комплекс, несмотря на такую внешнюю вот холодность, может быть даже решительность какую-то, у нее есть внутренние комплексы. Вот в этом плане да. И смотрите, вот она как-то, вот она несчастлива в любви. Вот я сейчас у нее не вижу, чтобы она была счастлива. Я не вижу у нее серьезных отношений. Это женщина, которая разрушает все вокруг. Вот она с мужчинами знакомится, да, она нравится мужчинам, она заводит такие легкие романы, причем как-то вот она выбирает мужчин постарше. Это может быть связано, опять же, родом из детства, с психологией, когда девочка вырастает без папы, допустим, да, либо же отец к ней плохо, холодно относился, и у нее как такового отцовского тепла и заботы не было, поэтому она выбирает мужчин постарше. Вот как-то она тянется к мужчинам постарше, да, сейчас. Но не получается, вот у нее не получается, это может быть или из-за ее характера, или вот это ее корыстность, да, вот мужчины очень быстро раскусывают таких женщин. Вот она сейчас, знаете, находится в таком состоянии, как у разбитого корыта, вот, ну, некомфортно, плохо, как-то грустно и одиноко. Почему же тогда она хочет деньги от вас, да? Давайте-ка вот для начала посмотрим, как она к вам относится, а потом, почему же она денежки любит. К вам, смотрите, к вам любви как таковой нет. Знаете, я очень сомневаюсь, что она вообще была. Раньше была, да, возможно, это была страсть какая-то, влюбленность. Но никак не любовь особая. Она хорошая актриса, это да. Она хорошая манипуляторша, это 100%. Она женщина, которая ради денег переступит через все и наступит на всех, только чтобы своего добиться. Поэтому, смотрите, в принципе, к вам она как была как-то очень негативно настроена, да, вот она сейчас готова с вас ведь веревки. Вот при первом же случае, вот особенно это касается тех, если вы сейчас общаетесь с бывшей, она вам многого не рассказывает, она включает, ну, такую, знаете, глупенькую девочку, назовем так мягко, это абсолютнейшая притворщица. Вот у нее острая нехватка денег идет. У нее нехватка денег, а хочется красивой жизни. Поэтому смотрите, поскольку любви нет, да, она понимает, что назад вы ее не примете, а что же делать, да, приходится притворяться. Что она будет делать, как она будет притворяться?
Смотрите, будьте осторожны, потому что здесь могут проигрываться по-разному ситуации. В одном случае она может подстроить, ну, какие-то, знаете, такие женские уловки по поводу, ну, соблазнения в таком роде. Она может тем или иным образом вас соблазнять, да, вот, может быть, там пригласить под каким-то видом на кофе, да, и там понеслось, да, за рюмкой чая и так далее. Она может, еще есть вариант, она может притвориться, что ей плохо, допустим, она заболела, нужны деньги, еще что-то, да. Но это только с одной целью, чтобы побольше выудить у вас денег, потому что другого спонсора у нее сейчас нет. Вот она вспомнила о вас, она включила свои манипуляции женские, да, либо же включит. Поэтому она, понимаете, она прекрасно вас знает. Она знает, что вы ее любили. Даже я скажу больше, может она даже считать, что вы до сих пор ее любите, вот несмотря на то, что между вами произошло. Поэтому она так и самонадеянно, самовлюбленно вот относится к этой всей ситуации и думает, что да, он меня до сих пор любит, значит, я сейчас поплачусь ему, да, либо же голову вскружу там красивым интимом, бурным, страстным, да, вспомним молодость, как говорится. И он мне денежки даст, да, вот я, возможно, там скупую слезу пущу. И таким образом вот она поимеет на деньги. Поэтому будьте осторожны, будьте бдительны. Здесь манипуляторша стопроцентная. Здесь дама, которая, видите, она агрессивно настроена, но просто у нее сейчас, ну, такой не очень, мягко сказать, хороший период в жизни. У нее своего рода сейчас жизненный тупик и в финансах, и как-то вот с мужчинами, да, у нее то появляется, то исчезает, ну, мужчины скорее ее динамят. Мужчины у нее абсолютно не задерживаются. Это ее злит, это ее огорчает, да, вот она надеялась, что она получит мужчину, который будет ее содержать, да, вот такая содержанка своего рода. Но как-то вот не получается. Причем еще может проигрываться ситуация, что она за вами следит. Это может быть слежка в соцсетях, где-то там в мессенджерах. Эта слежка может быть даже чуть ли не из-за угла, да, вот. Это может быть, если у вас остались там общие друзья-приятели, она может расспрашивать, как вы поживаете, если у вас другая женщина, вот в таком ключе, чтобы быть в курсе всех ваших жизненных событий. Абсолютно женщина ориентированная на деньги, поэтому будьте бдительны, будьте осторожны, если вот кому-то из вас подлезет бывшая, да, вот с какими-то такими вот закидонами, запросами, да. Понятное дело, что в жизни бывает всякое, бывают и сложные ситуации и в самом деле, да. Но как-то вот то ли проверяйте, да, вот доверяй, но проверяй, чтобы не оказаться потом, ну, лопухнутым, грубо говоря, да. Потому что, ну, это еще будет болезненнее, когда вы узнаете, что вот вы, допустим, дали ей какую-то сумму, а она ее пошла где-то прокутила, либо же на салоны, да, потратила, а вам сказала, что она заболела, либо еще там что-то у нее случилось. Ну, потом опять будет больно, обидно и неприятно. А поскольку вы такой вот добряк, такой щедрый, и тем более, если еще у кого из вас остались чувства, то тем более будет вам вдвойне больней, потому что опять обман будет, опять облом, да, вы доверитесь, вы ей поверите на все вот эти ее сказки, уловки, да, а окажется, что все на самом деле не так. Вот такие пироги. Вот такой расклад был. Ребята, я вас предостерегла немного, поэтому будьте бдительны, не ведитесь на уловки, потому что этой даме нужны исключительно деньги от вас. Исключительно. Чувствами здесь, к сожалению, даже не пахнет. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!